Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз на декаду, на 10 дней. Узнай будущее. Что или кто спешит в вашу жизнь? Давайте заглянем в это будущее с 1 по 10 июня. И будем, конечно, реалистами. Узнаем, что будет меняться с первых дней месяца. Но помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема. И любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, но может помочь прояснить или понять, что в вашей душе формирует ту или иную проблему или тот или иной вопрос. Давайте узнаем, у нас две колоды, и первая колода у нас оракул Ленорман. Мы не задаем вопросы картам, а позволяем картам раскрыть цепочку, палитру развития событий. Вообще июнь – время добрых энергий. И я вас хочу пригласить на свой сайт. У меня две статьи, я оставлю ссылки в описании под видео, как и астрологический прогноз на июнь, так и события до конца 2025 года. Перейдите, прочитайте, я думаю, подсказок будет больше. Итак, что или кто спешит в вашу жизнь? Первая карта. События будущего. С чем это связано? Может быть и новость какая-то, или конкретное действие, да? Что-то, может быть, или произойдет, происходит. И пусть это будут какие-то приятности. Ваше будущее, по сути дела. Какие вопросы придется решать. Дополним картами Таро. Вообще добрые энергии для того, чтобы что-то прояснить. Не могу сказать, что мы тут что-то форсируем. Нет, тут, скорее всего, что-то с мая будет тянуться. Ну, так вот, астрологически даже, да, потому что конца мая энергии и июня, они похожи. Ну, давайте, первая карта Таро – неожиданность. С чем это может быть связано? Что прояснится? Может быть, и правда какая-то откроется. Может, глаза у нас откроются на какой-то вопрос, проблему. И мы проясним для себя, да, какое-то дело. И изменим мнение, такое тоже допускаю. И третья карта. В чем ваша фортуна, мои дорогие девы? В чем вам повезет? Или в чем ваша сила? Какие энергии буквально помогают? По основным сферам жизни. Достанем три карты. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, документы, энергия денег, энергия любви, личная жизнь. Давайте будем узнавать, что же там спешит в вашу жизнь. Откровенные, искренние разговоры. Ну, вот так вот, чтобы сразу подытожить, да, по лилиям. Ну, это карта, тем не менее, холодная. Но тут имеется в виду, что без эмоций какой-то разговор мы можем провести, может быть, и в личной жизни, и для себя обозначить какую-то траекторию или понять лучше человека. Может быть, какие-то внутренние метаморфозы и в нас самих произойдут. Мы могли сложить уже, к примеру, какое-то мнение о конкретной персоне, а здесь мы его заново можем открыть и понять для себя, что, а нет, вот как-то тут я неправильно его видел или видела, есть какой-то интерес, или сотрудничество может быть продолжено. Но то же самое касается вашего социума, работы. Самое время прояснять или проводить вот эти глубинные беседы, когда все точки над «и» расставлены. И это карта еще и интеллекта одновременно. Вы можете искать какую-то информацию, может быть, информация какая-то, новость, или письмо буквально приходит, когда вы теперь уже знаете, как вам нужно действовать наверняка. Кто или что спешит в вашу жизнь. Но, видимо, и итоги какие-то вы тоже подводите. Правда, что-то может проясняться. Конечно, это в первую очередь, поскольку тут у нас бубны, это где-то энергия денег, ну или сбор урожая. Значит, уже какие-то усилия вы там приложили, применили, и вот теперь время этого урожая пришло. Хотя все-таки коса. И коса нам говорит об острие, чтобы не пораниться, себе не навредить, куда-то не поторопиться, может быть, с вынесением вердикта или резкие какие-то действия, неосторожные действия. Вот это должно быть исключено. Но, к примеру, если задерживались деньги, которые именно вы заработали, но были в силу разных причин, может быть, те события, когда деньги не пришли вовремя, или вам объясняли, что там что-то не сработало в системах взаиморасчета, или не была подписана какая-то бумага. Ну, вот здесь вот, скорее всего, то, что ваши, мои дорогие девы,
оно приходит в вашу жизнь. Вот вы вот этот, кто-то фурор, кто-то деньги. Ну, фурор я имею в виду без иронии. Тут, правда, урожай, это может быть как рост вашей популярности в первую очередь, потому что как-то прежде вы сделали что-то очень правильно. Может быть, вы и сказали какую-то ключевую фразу, или в каком-то деле вы участвовали, а, к примеру, никто в нем не хотел участвовать. Может быть, вы проделали какую-то сложную работу, все-таки до этого урожая предшествовало ведь что-то, правда? И вот теперь приходит признание. Признание ваших заслуг, признание вашей силы. И это открывает новые возможности. Хотя рядом карта лилии, это вы можете тоже что-то прояснять для себя. Куда же я иду дальше? Урожай как будто собран. И следующая, какая ступень моего успеха? Вот такие вопросы вы можете задавать себе. Но определенно вы тут чем-то остаетесь довольны. И второй момент, что спешит, вот проясняется опять же, или вы сами проясняете какая-то обстановка, ситуация. Здесь могут быть и бонусы, и деньги, но и что дальше? Вот, наверное, вопрос такой вы себе, скорее всего, с 1 по 10 июня будете задавать. Ну, как бы, может быть, для кого-то из вас и придется переформатировать словно свою жизнь в какую-то новую плоскость, потому что то, что уже было проделано, оно словно завершено. А чему вы отдадите предпочтение? Что вы будете продолжать дальше? Вот такие вопросы вы можете себе задавать. Кто или что спешит в вашу жизнь, события будущего? Ну, безусловно, все то, что я только что сказала. Пусть сказала фурор, но ничего в этом удивительного нет с учетом карты медведь. Это карта силы. Здесь могут быть и ваши контакты с людьми, сильными мира сего, или теми людьми, которые принимают какие-то важные решения, от которых зависят коллективы, например, даже так. Это может быть, когда вам необходимо совершить круиз по чиновникам, у кого-то и так, правда, прояснить какой-то вопрос или подписать важную бумагу, документ, когда, в принципе, вы можете обращаться к людям или... К людям я имею в виду, которые наделены, да, сферой влияния или властью, или знают вот это ноу-хау, как сделать, как поступить, как правильно, как по закону. Вот это все может проигрываться. Но ведь и вы сами для себя определяете наиболее сильные позиции, траекторию движения на будущее. Словно, подводя итоги, вы можете себе сказать, вот в этой сфере или в этой области я сделал все, что мог, или сделала все, что могла. И вот теперь мне хочется прогресса. Может быть, и хочется некоторого фундамента или как уверенности, да. И как раз это все проигрывается по аркану медведь. Но тут еще нужно подумать, как итоги вы подводите вроде бы, да, но вот эту победу или вот этот успех, как сохранить и переложить на будущее. Здесь укрепляются ваши позиции, мои дорогие, любимые девы. Ну хорошо, события будущего, что спешит в вашу жизнь? Ну, конечно, у кого-то это может даже означать признание в любви, предложение руки и сердца, кольцо. Но в целом все то, что я сказала, вы с окружением можете определяться, кто со мной. И то, что или те, которые, может быть, даже на какой-то период жизни словно выпали из ваших контактов, я такое могу предположить, могут попытаться вернуться. И вы будете проводить эти параллели. Насколько я хочу или готова продолжать взаимодействие с этим человеком. Вы можете пересматривать свой социум, словно и вблизи, и вдали. И в бинокль, и в микроскоп. Потому что вам нужно что-то прояснить. А я бы даже так сказала. Для вас это сделать необходимо, потому что у вас сильная позиция. И мы только что с вами говорили, вот эту победу, ее нужно продолжить, ее нужно сохранить. И вот эта сильная позиция, она ведь всегда требует внимания. Мы не можем тут попасть в просак или понадеяться на кого-то. Тут надеемся сами на себя. Но у вас и сил хватит, и как будто партнеров вы можете обрести, если это нужно будет сделать, может быть, даже новых партнеров, может быть, через откровенные разговоры. А ведь бывает такое в нашей жизни, что мы даже с кем-то поссорились, а потом мы провели вот этот откровенный разговор, глядя друг другу в глаза. И на долгое будущее мы остаемся друзьями, причем такими надежными. Вот и такие метаморфозы
Я не исключаю, с учетом аркана коса. Вроде как порезались прежде, да, или не нашли взаимопонимания. А вот здесь можете даже и помириться, и найти взаимопонимание с людьми сложными или людьми при власти. Вы что-то тут можете сделать для себя очень хорошо. Неожиданности. Ну, наверное, вот в неожиданностях аркан башня – это словно то, что мы считали когда-то прежде цитаделью нашей или оплотом. Тут вокруг какие-то изменения происходят. И знаете, ведь эта карта с другой стороны, как новых возможностей. Потому что первый прообраз карты башня – это всегда была тюрьма. Нас что-то удерживало. Может быть, рамки, ограничения или какие-то взгляды, ваши собственные взгляды. Или, мои дорогие девы, взгляды именно на вас, восприятие вас как персоны, как личности. Здесь тоже может быть посредством диалога направлено в какое-то правильное русло. По аркану башни вы можете и услышать какую-то новость, между прочим, которая может поначалу шокировать. Но для вас это может означать какой-то период перезагрузки и новых возможностей. Когда вот именно, если мы говорим про тюрьму, падают вот эти оковы, кандалы, ограничения. Может быть, это и внешние события, то, что вас сдерживало или ставило вам все время какие-то барьеры, это рушится. Да, конечно, мы можем чувствовать себя как в невесомости, словно все законы гравитации нарушены. Но, поверьте, хоть камни с неба, может быть, для кого-то даже, мои дорогие девы, у вас эти очень благополучные карты. Вы можете столкнуться даже с такой ситуацией, когда для кого-то из ваших лиц, которые с вами в контакте, может быть, знакомых, ключевых персон, коллег по работе, вот для кого-то это башня или сильные какие-то эмоции на грани даже разрушения, а для вас это будет какой-то плюс. Вот правда тут какая-то очень такая неоднозначная ситуация. Давайте мы немножко проясним. Это что за неожиданности у девы? Что за башня? Ну вот я сказала, хоть камни с неба, а для вас радость. Вы увидите, видимо, возможности даже там, где никто ее не видит. А вы еще можете быть как человеком, который... И правда, у вас есть такое качество очень ценное, когда вы можете помирить людей, или когда вы сумеете вот некоторые шероховатости сгладить. Для вас это вот как вершина дипломатии, доброе время наступает. Может быть, как третейским судьей, правда, придется среди какой-то башни вам выступать и примерять некоторые противоположности, но всегда... Паш Чаш говорит о том, что это добрая энергия. Может быть, кстати, для кого-то из вас встреча с новым человеком. Для вас как метаморфоза в вашей собственной душе. И этого я тоже не исключаю. Семерка жезлов. Но все-таки с учетом всего того, что я сказала, может и придется кого-то примерять, да, или к вам могут обратиться. Но к вам, мои дорогие, могут обратиться еще и вот по какому поводу. Я всегда говорю, поручи деве какую-то задачу, дело и спи спокойно, потому что вы очень ответственные. И вы сумеете всякие нюансы подметить, вы найдете способы взаимодействия. А если нужно, вы будете работать больше, чем положено, допустим, по рабочему дню, потому что вы работаете и нацелены на результат. Будьте внимательны, не разрушьте в данном случае себя сами, потому что люди по семерке жезлов это на вас пытаются воздействовать, словно бросают перчатку, могут говорить что-то такое, ну, знаете, может и не очень лицеприятное, ведут себя по-разному, или наоборот, кто-то говорит комплименты. Вот пусть это будет со знаком плюс или со знаком минус, задать себе вопрос, а зачем ему это надо, вот конкретному человеку, почему он себя так ведет? А почему он так себя ведет на самом деле? У него есть свой интерес. Вот вы чем-то либо удобны, либо практично с вами, может быть, да, продолжать какое-то сотрудничество. В итоге хотят какую-то работу переложить на ваши плечи, а вам туда не надо. У вас какое-то совершенно свое направление. Правильно рассчитать силы, мои дорогие, чтобы себя не обесточить. Но, тем не менее, может быть, у кого-то из вас, смотрите, тройка чаш. Может быть, и правда, опять же, придется кого-то примерять.
Ну, тогда надо себе из этой ситуации не браться за работу, ее выполнять, а, может быть, правильные какие-то распоряжения вам дать или правильно распределить эту работу. В данном случае быть дипломатом или третейским судьей, так сделать красиво, чтобы работу выполняли не вы, а тем не менее в центре вам необходимо находиться внимание. Словно, обратите внимание, 2 кубка наполняют третий. Вот вам вдохновение и, может быть, какие-то бонусы, неважно, как поощрение, может быть, финансовое, какая-то сторона вопроса или, ну, как премия, да, или за проделанную работу. Вот это все как будто должны получить девы, потому что предшествовал уже какой-то период работы, да, или как будто уже есть те люди, которые знают, на что вы способны. Имеется в виду в положительном, безусловно, смысле, и пытаются с вами взаимодействовать, чтобы вас к чему-то приобщить. А вам нужно по 7 жезлов отступить полшага назад. И как-то очень так это на хороших энергиях, где-то с улыбками, может быть, и уйти от каких-то ответов, или так вот перераспределить, опять же, конкретно какую-то работу, но и себя не поставить на второе место. Правда, взаимодействия очень много, и люди будут разные. Один несет добро, а второй непонятно, что он несет, правда. А третий где-то сам не определился. 3 кубков, ну, может означать как человек на распутье. Вот такое тоже. У кого-то это может быть связано с конкретной новостью, когда вы получаете эту новость, да, и поначалу она вас обескуражила тоже, как с этим совсем провзаимодействовать. И тем не менее, какой-то выход волшебный вы находите. Давайте откроем 2 карту. Что же прояснится? Да правда прояснится. Или это деньги приходят, или информация приходит, или это бумага важная приходит, звонок, разговор. Туз Пентаклей – это как помощь высших сил. И недаром Пентакль как солнце, как будто, да. И это начало-начал. Это поддержка высших сил. Это как старт в будущее. И все то, что я говорила, даже если для кого-то башня, то для вас какая-то новая перезагрузка. И вы проясните какой-то вопрос. И будьте больше нацелены на собственный успех, мои дорогие девы. Все же я вижу, что, ну, есть желание вас так это вот увести от ваших каких-то дел или то, что вы себе планировали. Может, и придется как-то вот красиво, да, выходить из игры или как-то себе тут по-своему поступать, но при этом все равно держать в центре внимания ваши собственные планы. Возможность какую-то вам нужно не упустить, мои дорогие девы, это точно, как помощь высших сил. В чем же ваша фортуна? Ну, правда, фортуна. Туз Пентаклей, да с картой мир. Да тут нет ничего невозможного. И вот этот может быть итог, который как по косе. Да, у кого-то это можно примириться. И тогда это может быть даже какая-то важная персона в вашей жизни. Для кого-то из вас это вопросы переезда. Может быть, да, прежде все время что-то стопорилось, не получалось. Или как, знаете, барьеры какие-то были, вы куда-то собирались поехать, отправиться, как будто расширить собственные границы, а тоже все время стопорилось. И вот теперь эта тюрьма разрушается, и вам нужно определиться. Здесь где-то, знаете, так захватить дух может от каких-то даже возможностей открывшихся. Но тогда так это упорядочить. И максимально, может быть, какой-то тезис-план, стратегию, тактику. У вас, правда, новое качество жизни на пороге. И это как фортуна. Больше контактов, может быть, больше контактов за рубежом даже, вот, да, по работе, может быть, у кого-то по личной жизни. Расширить этот диапазон. Был один человек, с кем вы общались, а вы себе 10, до 10 добавьте, ну или сколько вам необходимо. То есть, чем больше возможностей, тем больше выбор, мои дорогие. И когда мы перед собой, опять же, не ставим каких-то паттернов или рамок, тогда и сама жизнь для нас играет какими-то волшебными красками, наверное, как вот волшебство само по себе проходит по карте мир, ведь это очень добрая карта. И в чем ваша фортуна? Вы как миротворец, вы миролюбивые люди, это правда. И к вам вот тут могут ну, я бы сказала, с 7, да, жезлов. Кто-то пытаться, словно, извините, на стриженной козе подъехать, да, вот как, между прочим, выполни какую-то работу, что тебе стоит.
а нет, центр собственных интересов. Может быть, для кого-то и башня, для кого-то. И вам плачутся в жилетку, как плохо. И вы можете посочувствовать. Вы можете словно принять чужую боль. Как бы это вот ни звучало, мои дорогие девы. Несмотря вот на то, что даже у кого-то башня или тысяча каких-то там задач. Ваша задача свое не упустить. Вот мне нечего сказать. Все ведь карты об этом. Но вот этим третейским судьей или в каких-то договоренностях, или в каком-то, ну, пируэте, я бы даже сказала, все-таки пируэт у нас на карте, пируэте дипломатии в первую очередь, вы можете достичь высот, или вы можете достичь своей популярности. Опять же, по аркану мир это тоже проходит. Ваша, кстати, фортуна в том, что вы, может быть, учите языки, или это когда вы какие-то нововведения, новшества, которые связаны с цифровыми технологиями, искусственным интеллектом. Это все подразумевает этот аркан, потому что это пространство, вселенная, мир, эфир, интернет, да, вот такие взаимосвязи. Это все то, что вам идет во благо и приносит потом какие-то результаты. Поэтому открывайте двери в будущее, мои дорогие. Эти 10 дней, эта декада для вас может быть чрезвычайно важна. Может быть, поэтому вот нам и говорят, ты свое будущее не разрушь. Тут у тебя, ты сам своими возможностями на первом должен быть месте. Ну или сама. Дела, работа, бизнес. Семерка пентаклей. Добрые дела наспех не делаются. Хотя по этой карте нам говорят только об одном, что все твои добрые дела или вот эти пентакли как будто зреют, да, наступит момент, и это упадет к твоим ногам буквально. То есть какой-то успех или заслуженные какие-то ваши позиции, а вы от этого не уйдете. Но если мы говорим про эту карту и дела, работа, бизнес, здесь есть что-то, что стоит на паузе. Давайте я пару карт достану. Или может означать, кстати, регламент. Вы оформляете какие-то документы, и вам нужны согласования. Отправили одну бумагу в одну инстанцию, пока вы ее дождетесь. То есть примите во внимание, что вот если мы говорим о регламенте именно, то тогда тут такое хладнокровное, сосредоточенное в ожидании конкретной бумаги, документа, ну или какого-то ответа. Потому что вот тут мы на это не влияем. Но и искусственно что-то ставить на паузу, вот тут нет. Вот тогда карта это не советует. Но все же, с чем это дела, работа, бизнес может быть? Вам придется принимать какое-то хладнокровное решение. И контактировать, может быть, с людьми, как и сильными мира сего, или с теми людьми, которые стоят на иной лестнице иерархии, или, может быть, с теми людьми, которые, ну, тоже такие жесткие в суждениях, или те, которые мало говорят, кстати, да. И вы понимаете, что-то там человек задумал или задумала, ну, по полу карту не рассматриваем, тут ведь по-разному может быть. А вот вы пытаетесь просчитать ход мыслей человека, что-то для себя прояснить. И вы знаете, у вас все равно получится. Но я тут больше вижу, вы словно либо строите карьеру, либо вы тут как-то себя проявляете, опять же, на работе, в социуме, в обществе, в своем бизнесе. И для вас это открывает новые высоты. А также проясняется какая-то ситуация по делам, по работе, по бизнесу. Потому что всегда узкие специалисты идут, как и врачи, например, да, люди в форме. Ну, также это могут быть, тут и таможня может быть и по налоговым что-то, документам вы будете прояснять, понимать, как правильно составить какой-нибудь отчет, декларацию или какой-то документ тоже очень важный. Но и, видимо, время настало рациональных решений. Здесь нельзя искусственно ставить на паузу, тут надо разобраться и, наверное, просто вдумчиво действовать, просчитать что-то. Да. И вот эти вот пентакли вы что-то получите. Если у кого-то деньги задерживались, вы правда их получите. Или если какая-то система взаиморасчетов вас не устраивает, найдете другую. Посмотрите, ведь это карта девятка пентаклей, изобилие, процветание. Это, кстати, карта отчасти того человека, который работает сам на себя. Вполне вероятно, вы что-то и задумаете, как работа из любой точки мира. И вот эта популярность растет. Где-то с популярностью приходят и деньги. Здесь есть смысл какой-то, понимаете, в этих 10 днях, которые
Не просто изобилие, процветание, как оно с небес нам, как манна упала, да? Нет, тут что-то вы делаете очень грамотно, с расчетом на будущее. Ну что же нам про финансы? И туз жезлов нам, посмотрите, словно делит пространство на период до и после. Какая-то перезагрузка по финансам явно есть. Может быть, это будет связано с вашим решением. Или то, что меняется что-то в мире, да, такое тоже могу допустить. И, может быть, это как с изменениями работы, вашей занятости. И вот то, что было до этого времени, не имеет принципиальное значение. По этой карте мы переходим как в новую плоскость, или то, что вот за этим жезлом. Мы перестраиваем себя, перестраиваем свое отношение, может быть, и к деньгам. Но, может быть, это по деньгам, составление важного документа, у кого-то контракта по работе. Когда у вас, посмотрите, две замечательные карты. По сути дела, жажда желаний, сила действий, активности и помощи высших сил и конкретно деньги. Вот в этой увязке вот этих двух волшебных тузов у вас какой-то судьбоносный бонус может быть. А рядом у нас тем более выпадает карта мир. И где-то ведь в неожиданностях то, что мы можем воспринимать башня. А по сути дела, тройка чаш – это еще и карта праздника. Вот может даже действительно не было бы счастья, а несчастье помогло. У кого-то проиграется и так. И это какой-то эквивалент денежный тоже. Любовь, мои дорогие, девятка жезлов. Я должна сказать, две девятки. И 9 – это такое вибрирующее число. То есть оно может быть 9, а если мы перевернем, то это будет 6, как победа. Вы находитесь сейчас в моменте перехода, поэтому где-то по деньгам будьте аккуратны. Тут, правда, момент перехода, вот где находится, наверное, вот этот жезл, а нам идти вперед. Поэтому заначка, к примеру, да, ну так вот, если на нашу земную жизнь, нельзя себя обесточить, деньги должны быть, потому что они вам как будто пригодятся в будущем. По части личной жизни девятка жезлов может говорить для тех, кто один или одна. Хватит словно сидеть в каком-то заточении. Пора расширить контакты. Да, мы это делаем аккуратно, потому что человек, ну, так вооружившись одним жезлом, так потихоньку как будто раздвинул, да, расстояние между двумя, точнее, взял один жезл в руку и выходит в освободившееся расстояние, наружу уже. У вас завершается какой-то период, когда вы словно были в изоляции. Может быть, это вы сами себя в такого отшельника погрузили. Может быть, работы было много. На личную жизнь выпадает, и это может проиграться, не было взаимопонимания. Может быть, с партнером, но может быть и с родственниками. Может быть, это просто какой-то, знаете, пункт в вашей жизни. Или для тех, кто один или одна, это когда вам хотелось закрыться от этого мира, потому что много разочарований в прошлом. Давайте дополнительные карты достанем. Но карта говорит, ты сделал все, что мог. И поэтому какие-то правильные действия. Вообще, это карта великой мощи, силы, особенно в герметической колоде Таро. Но нам нужно подумать, куда мы эту силу применим, какие отношения мы будем продолжать. Мы где-то с вами говорили. Хотя были вопросы любви. Так что там с любовью для девы? А тоже какая-то перезагрузка. Но тут, наверное, так. Что вы захотите продолжать? Будет проходить как этап обновления. Даже пусть отношения в тех парах, которые существуют долгий период времени, годы, может, десятилетия, с учетом пажа жезлов вы можете как открыть друг друга заново. Это, конечно, карта может еще и свидетельствовать о взаимодействии с вашими детьми, даже взрослыми детьми. Но это может для кого-то еще и свидетельствовать о том, что, находясь в паре, вы можете задуматься о бизнесе и будете искать информацию, делать первые шаги. И вы будете не просто той парой, которая символизирует любовь, эмпатию, чувства. А нет, жезлы, дела, работа, бизнес. У кого-то и так может проиграться. Так все-таки что там про любовь? Королева Пентаклей. Ну, не достаю уже больше карт, правда. Это ваша карта, мои дорогие. Это та, которая из любого хаоса умеет построить порядок. Даже благополучие с нуля. Это та, которая сказку умеет сделать былью. Вот эта мысль, идея зарождается в ментальности, в сознании. А потом она находит 1001 вариант, чтобы в нашей реальной жизни это воплотить. Ведь это карта практика.
практика, причем такого грамотного и в то же время того человека, который умеет дарить эмоции. Тот, который умеет правильно распорядиться с деньгами, да, и в то же время не наступить на горло собственному чувству, когда вам хочется что-то продолжать, как личное дело, творчество. Творчество идет по этой карте. По сути, это карта, как знаете, прелюдия карты императрицы. Всегда хочется так сказать, потому что, да, много общих энергий. Поэтому у каждого здесь своя, безусловно, какая-то история личной жизни, но знаете, как и выйти из одиночества, как и продвинуть личное творчество, если для вас это очень актуально, или для людей в паре. Тут что-то и обустроить, может быть, и вопросы дома. Вы чем-то остаетесь довольны. Одним словом, мои дорогие девы, как вы можете что-то просчитать, так и, в принципе, покой, душевная гармония, душевное тепло в эти 10 дней приходит в вашу жизнь. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.